Добрый день, друзья! На столе у меня находятся 3 орхидеи, которые мне прислали из Санкт-Петербурга. И они утомленные солнцем, то есть с ожогами листьев. Но все знают, наверное, по крайней мере в России, что Санкт-Петербург не самый солнечный город, но так получилось. И прислал мне их мой подписчик Сергей. Об этих орхидеях вышло уже 2 видео. И создан плейлист, ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана, чтобы вы могли посмотреть, в каком состоянии я их получила и что же с ними произошло, немного больше, чем за месяц. Я проводила обработку этих орхидей, показывала вам, что убирала часть листа, обрезала. Совсем обожженный лист. А вот эти 2 листика я не стала обрезать, я их оставила, они засохли, сейчас уже ломкие. Так как же чувствуют себя эти орхидеи теперь в Ростове-на-Дону? Давайте посмотрим, что с ними произошло за этот месяц. Первая орхидея. Мы не знаем, как они цветут. Мы не знаем, что с ними происходило у Сергея. Единственное, что он мне написал, они стояли в темном месте, потом были переставлены на подоконник, и там случилось вот это несчастье, они обгорели. Кроме как протереть листики зеленым мылом, никаких химикатов, никаких обработок я к ним не применяла. Просто поставила на полку вот под таким освещением. Это бытовые светодиодные лампы. Они у меня стоят в другой комнате. Я вам показывала тот стеллаж, где находятся эти орхидеи. Но давайте же посмотрим, что же произошло. При получении вот этот лист только начинал расти. Он вырос довольно-таки большой, здоровый лист. И начал расти новый листик. Орхидея решила сначала растить листья, а потом растить корни. Но корни она растит значительно медленнее, чем листья. Вот здесь в горшке появился молодой корешок. Некоторые корни усохли. Вот эти желтые корни, они тоже пропадают. Видимо, орхидея достаточно возрастная, и, может быть, эти корни пропадают только от того, что они старые. Так больших изменений у этой орхидеи, кроме вот этого молодого корня и 2 листиков, пока не наблюдается. Корни от шеи расти не начали. Поливаю я эту орхидею, как все остальные орхидеи, в покупном грунте. По краю горшка, по мере того, как просыхают корни в горшке. Есть еще одна орхидея, тоже в покупном еще горшке. Здесь лист был прямо совсем черный, его пришлось обрезать. Да, тоже нет роста корней от шеи. Но начал расти молодой листик. У этой орхидеи более влагоемкий грунт. Прямо видно, что там нет коры, а там кокосовые чипсы, может быть, уже даже разложившаяся кора. Но начали появляться маленькие носики растущих корней. И сверху горшка есть сухие корни, которые нужно отрезать совсем. От слова совсем. Они не мешают жизни орхидей, но и не помогают. Они полностью усохли.
и орхидеи больше не пригодятся. Вот эти два корня сухих и с гнилым филаменом уходят внутрь горшка. Аккуратно достаю пинцетом такой корень и отрезаю. И еще есть такой корень один. Но орхидея начала расти, начала очень медленно растить корни, но все эти изменения произошли за месяц. Я считаю, что динамика роста у этих орхидей есть, она появилась и она заметна. А вот третья орхидея, которая была прислана без горшка, без грунта, а просто была завернута в бумагу с открытыми корнями, вот здесь происходит самое интересное. Я думала, что я ее сразу посажу, но не хватило у меня времени на это. И буквально думала, на 3 дня поставлю ее в кашпо, а потом покажу вам посадку или пересадку. И из-за нехватки времени это не получилось. Но я даже не поэтому ее не стала сажать. Меня очень волновал лист, который у нее рос. Во-первых, он был порванный. А во-вторых, когда он чуть-чуть начал подрастать, и даже там в глубине я увидела 2 мокрых пятна с 2 сторон листа. И с одной, и с другой стороны. И вот это меня очень волновало. Вот эти 3 дня я и решала, что мне сделать с этим листом. Но здесь без применения каких-то препаратов не обошлось. Я взяла фитоловин, не разбавленный. Вот такую кисточку. Да, она не очень тонкая, но зато очень удобно было это сделать. Буквально каплю фитоловина и обработала эти мокрые 2 пятна. Причем обработала с 2 сторон. Совсем чуть-чуть, чтобы фитоловин не попал на тот момент в точку роста. Потому что второго листа там еще не было. Был совсем маленький вот этот первый листик. Обработала и оставила опять наблюдать. Зачем же сажать орхидею, когда есть какая-то проблема? Лист начал активно расти. И на месте этих мокрых пятен появились вот такие сухие части и появились отверстия. Лист продолжил свой рост и продолжил уже здоровый. И тут же начал расти следующий лист. Но так как она стоит у меня в кашпо, без воды, конечно, я ее опрыскивала, потому что корни без воды жить не могут. Буквально через неделю после вот этих обработок я увидела, что из старого корня, вот этого, начался рост молодого корешка. И я подумала, а зачем же я опять буду ее сажать? Пусть она каким-то образом растит корни. Я не знаю, обрабатывал ли Сергей ее Максимом, но по виду корней мне кажется, что нет. Корни были бы с красноватым оттенком, а здесь зеленые корешки. Как я ее поливаю на данный момент? Поливала я ее вчера, поэтому есть влажные корни. Но это я делаю для того, чтобы показать вам. Направляя опрыскиватель в сторону стенки вазона, я делаю несколько вот таких
опрыскиваний. Водички в вазончике совсем чуть-чуть. Но делаю я это каждый день. И вот результаты. Молодые корешки. Здесь нужно показывать снизу. Здесь и вот здесь. На старых корнях начали расти молодые корни. И я была крайне удивлена, когда я от шеи увидела сначала 2 таких великолепно растущих корня, а потом и 3. Казалось, что вот этот лист, видите, он там черное пятно, он желтеет от шеи, он и сейчас потихоньку желтеет. Видите, уже весь. Но здесь это может быть не какое-то заболевание на шее. Этот лист порван внизу цветоносом старым. Цветонос я полностью отрезать не стала. Оставила вот такой кусочек, чтобы мне было удобно, ну, если это понадобится, достать орхидею из горшка. Пусть пока будет. Когда этот лист совсем пожелтеет и упадет с орхидеи, тогда я уберу и цветонос, и лист. А пока я ее ни разу не доставала за месяц из этого кашпо. И мне кажется, что самые лучшие результаты показала самая на момент получения плохая орхидея. Вот так, не трогая орхидеи, давая им покой, освещение и воду, я стараюсь восстановить и восстанавливаю, казалось бы, умирающие орхидеи. Но нет, они еще будут жить и обязательно зацветут. И если вам интересно продолжение истории об этих орхидеях, а я буду их не раз показывать, и пересадку, и посадку буду обязательно показывать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы узнаете всю историю об этих орхидеях. И Сергей мне разрешил подарить эти орхидеи, когда они зацветут, моим подписчикам. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Лаки, совсем не интересно, да?